Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня очень важная тема обработок против болезней и вредителей в июне 2019 года. Я вам предлагаю календарь, который я составила для себя. Начало месяца позади, а сегодня уже как раз растущая луна находится в знаке Рак. Поэтому в знаке Рак используем биопрепараты, настои трав, аптечные препараты, ну и, естественно, органические различные средства, которые у нас есть. Это тоже молоко, сыроватка и настои трав. Затем у нас 7 и 8 июня Луна будет находиться в знаке Лев. В саду, в открытом грунте можно использовать любые препараты, кроме химических фунгицидов и соды. Сода неблагоприятно воздействует как раз в период нахождения Луны в знаке Лев на растения. Растения как бы горят, их клеточки не переносят вот эти обработки. Но зато можно использовать биопрепараты, настои трав, аптечные препараты. 9 и 10 июня растущая луна будет находиться в знаке Дева. Но в саду можно любые препараты использовать, а вот в теплице, в закрытом грунте, здесь используем биопрепараты, аптечные препараты, настои трав, настой можно золы использовать и, естественно, молочные продукты тоже можно использовать. Но 11-12 луна растущая уже будет в знаках Весы. Здесь можно использовать любые препараты в саду и в огороде и в теплице. Так устроены Весы, что они как раз способствуют приему любых препаратов, но, естественно, по определенным рецептам и рекомендациям, которые рекомендуют производители. Ну вот этот период как раз сейчас, вот когда 13 и 14 мы подошли вот к этому периоду, это снова же время будет знака листа, дни листа, а значит в этот период очень опасно использовать химические фунгициды. Значит, 13-14 у нас Луна растущая будет как раз в знаке Скорпион. Поэтому и настой золы, соду мы исключаем для обработок растений. Зато приветствуются биопрепараты, настои трав, аптечные препараты и молочные продукты. Далее у нас уже приближается полнолуние. И здесь как раз со Скорпиона Луна перейдет в знак Стрелец. А в Стрельце нельзя проводить обработки, опрыскивания растений. Здесь в крайнем случае при необходимости только биопрепараты. Причем это будет у нас 15, 16 и 17 июня. Только биопрепараты. 18, 19 Луна будет находиться, уже убывающая Луна будет находиться в знаке Козерог. Здесь используются любые препараты. Ну и, естественно, именно в Козероге очень хорошее время, тем более при убывающей Луне, время для борьбы с почвенными вредителями. 20, 21 и 22 до 17 часов убывающая Луна будет в знаке Водолей. В Водолее, знак воздуха, можно использовать любые препараты в саду, в огороде и в теплице. Но 22 июня, после 17 часов, когда Луна зайдет в знак Рыбы, здесь нужно очень внимательно использовать различные препараты. Надо помнить, что нельзя использовать химические фунгициды, настои древесной золы и соду. Используем только биопрепараты и настои трав. 25 и 26 июня убывающая Луна будет в знаке Овен. В теплицах используем биопрепараты, настои трав, молочные продукты,
А вот в огороде и в саду можно использовать любые препараты, но снова же не превышать рекомендуемую норму. 27, 28 и 29, здесь переход будет 27 из знака Овен в знак Телец, и до 29 включительно Луна будет находиться в знаке Телец, поэтому можно использовать любые препараты в саду, в огороде, в теплице. И здесь же очень хорошая будет эффективная защита от почвенных вредителей. Телец, пребывающий в Луне, именно так работает и помогает нам справиться с почвенными вредителями. Ну и завершится месяц как раз в знаке Близнецы убывающая Луна будет, ну а здесь можно использовать любые препараты в саду, в огороде и в теплице. Но есть момент еще такой очень важный, на который хочу обратить внимание. Сейчас как раз уже наступает горячая пора, летняя пора, когда днем очень высокие температуры, особенно в теплице, поэтому будьте очень внимательны к обработкам, проводите чем позже, тем лучше, именно в вечернее время, для того, чтобы растения нормально восприняли все эти препараты, все настои наши, для того, чтобы защитить их от различных заболеваний и от вредителей. Если вам это видео понравилось, лайкайте, комментируйте, задавайте вопросы. Ну а я, Раиса Греченко, на этом заканчиваю эту тему и прощаюсь с вами до следующего видео. Всего вам самого-самого доброго.